Приветствую, друзья! Предлагаю сегодня разобраться, как геополитические конфликты и энергетические кризисы меняют ситуацию в Европе, а особенно в Польше. Сегодня я подробно разберу, почему Польша столкнулась с рекордным ростом цен на электроэнергию, как европейские санкции, введенные против России, и собственная политика страны повлияли на экономику, и какие возможны пути решения энергетического кризиса и экономических вызовов рассматривает правительство Польши. Но прежде чем начну, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, так вы не пропустите новые выпуски и поддержите мой труд. Итак, как же Польша оказалась в такой сложной энергетической ситуации? За последние годы Польша, как вы знаете, стала одним из самых громких критиков России в Европейском Союзе. В рамках антироссийской политики страна добровольно отказалась от поставок дешевого газа из России, что в свою очередь сильно ударило по энергетическому рынку и экономике. Как следствие, Польша столкнулась с резким ростом цен на электроэнергию, который привел к снижению конкурентоспособности польских предприятий. Также столкнулась с повышением коммунальных тарифов, что в свою очередь негативно сказалось на уровне жизни населения. Также отсутствие альтернативных источников энергии, которые могли бы быстро заменить российский газ. В прошлом году в первые 7 месяцев средняя оптовая цена на электроэнергию в стране составила 90 евро за мегаватт в час. Для сравнения, чтобы вы понимали, в Ирландии цены были еще выше 98 евро, в Эстонии стоимость колебалась от 95 до 98 евро. Однако в странах с развитой гидроэнергетикой, таких как Норвегия, Швеция, цена находилась в диапазоне всего лишь 32-39 евро. Франция, благодаря атомной энергетике, также смогла удержать среднюю цену на уровне 47 евро за мегаватт-час. Польша, которая все еще остается сильно зависимой от угля, я напомню, просто не может конкурировать с такими ценами. Основной источник энергии в Польше – это действительно уголь. Несмотря на стремление многих европейских стран отказаться от угольной генерации в пользу экологически чистых источников, Польша все же еще зависит от угольных ТЭС. Это ведет к двум основным проблемам. Во-первых, это высокие затраты на производство электроэнергии, так как уголь становится все дороже. Во-вторых, это санкции и требования Европейского Союза ограничить использование угольной генерации, что вынуждает, конечно же, Варшаву искать дорогие альтернативы. Польское правительство на сегодняшний день объявило о планах развивать ядерную энергетику, но на практике реализация этих проектов, как вы понимаете, займет годы. Один из самых очевидных вариантов – это сотрудничество с Росатомом, который является ведущим поставщиком ядерных технологий в мире. Однако по политическим причинам этот сценарий, конечно же, исключен, что в свою очередь ставит под угрозу перспективу быстрого перехода к атомной энергетике. В Европе страны придерживаются разных подходов к энергетической политике. Например, Венгрия с Виктором Орбаном выбрала прагматичный курс, который ориентирован на сотрудничество с Россией. Будапешт, в свою очередь, стремится сократить зависимость от дорогих западных энергоресурсов, что позволяет удержать цены на электроэнергию на более стабильном уровне. В то же время в Польше ситуация кардинально иная. Приведу пример. В середине лета, в июле 2024 года, средняя оптовая цена на электроэнергию в стране достигла 109 евро за мегаватт-час. Хотя этот показатель все-таки ниже, чем рекордное значение в 2022 году, но он по-прежнему почти в 2 раза превышает уровень 2021 года, когда электроэнергия, я напомню, стоила всего лишь 55 евро. Такие устойчиво высокие тарифы негативно, конечно же, отражаются на бизнесе. Все больше польских компаний либо сворачивают свое производство, либо переносят его в другие страны, где энергоресурсы обходятся значительно дешевле. Как заявил энергетический аналитик Роберт Томашевский, ключевая причина высокой стоимости электричества кроется именно в зависимости Польши от угля. В отличие от многих европейских государств, Варшава не смогла серьезно диверсифицировать свою энергосистему. Но, несмотря на рост инвестиций в возобновляемые источники энергии, этот процесс не продвигается достаточно быстро, чтобы осуществить и снизить вот эти вот расходы. Польские власти планируют развитие атомной энергетики, однако, как я сказал, результаты станут заметны не раньше 2030-х годов. Экономические последствия энергетического кризиса ощущаются уже сейчас
Например, крупные промышленные предприятия, которые ранее активно развивались в Польше, начали массовый отток в соседние страны. Особенно выигрывают Германия и Чехия, предлагая бизнесу более выгодные условия, включая низкие энерготарифы и стабильную поставку ресурсов. Наиболее уязвимыми секторами экономики в сложившейся ситуации оказались энергоемкие отрасли, такие как металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Для этих компаний рост цен на энергию стал критическим фактором, вынуждающим их либо сокращать свои объемы производства, либо искать новые площадки за пределами Польши. Помимо экономических последствий, энергетический кризис повлиял и на политическую ситуацию в стране. Общественное недовольство, как вы понимаете, растет, так как высокие тарифы ложатся тяжелым бременем не только на бизнес, но и на обычных граждан. Домохозяйства вынуждены тратить все больше средств на оплату коммунальных услуг, что существенно снижает уровень жизни населения и усиливает давление на власти. Польские власти оказались перед сложной сейчас дилеммой. С одной стороны, получается, что необходимо найти способ преодолеть этот энергетический кризис, а с другой стороны, не пойти на компромисс в своей жесткой политике в отношении России. Энергетический кризис на самом деле грозит затянуться, а высокие тарифы на электричество продолжают оказывать разрушительное, я бы сказал, влияние на экономику и уровень жизни населения. Предприятия несут колоссальные убытки, а массовое сокращение работников лишь усугубляют и без того сложную ситуацию. Особенно заметен отток иностранных компаний, которые предпочитают переносить свое производство в другие страны, где энергетические и экономические условия более благоприятны для ведения бизнеса. Согласно данным польского статистического ведомства, в прошлом году в стране закрылось более 300 предприятий, что привело к увольнению больше 32 тысяч работников. Для примера я вам приведу, что одним из наиболее тревожных сигналов стало массовое сокращение в компании ПКП «Карго». Польша – это ключевой железнодорожный оператор, который занимает второе место в Европейском Союзе по объемам грузоперевозок. В августе он объявил о сокращении 4000 рабочих мест. Увольнения в такой крупной транспортной компании говорят о глубоких проблемах в экономике страны. Но кризис коснулся не только польских предприятий. Крупные международные корпорации также сворачивают свой бизнес в Польше. Например, американский гигант Levi's, присутствующий на рынке уже более 30 лет, закрыл свой завод, оставив 800 человек без работы. Не стало исключением и французский производитель шин Michelin. Компания объявила о прекращении выпуска грузовых шин на заводе в Ольштине, что вызвало значительные кадровые сокращения. Кризис заставил уйти с рынка и швейцарскую компанию ABB. Концерн закрыл предприятие по производству низковольтных двигателей во Вроцлаве, уволив 400 сотрудников, а затем объявил о ликвидации 600 рабочих мест на своем заводе в Александров-Луцке. Также ярким примером стало решение голландского автопроизводителя Stellantis сократить штат на 500 сотрудников на своем заводе по производству двигателей в Бельско-Бяла. Причина здесь, друзья, очевидна. Неприемлемо высокие затраты на производство, в частности, колоссальные расходы на энергию, которые стали неподъемным даже для крупных международных концернов. Похожая ситуация сложилась и у шведского производителя автобуса Volvo Buses. Компания объявила о полном закрытии завода во Вроцлаве, что привело к увольнению 400 человек. Как видите, Польша, которая еще недавно привлекала крупных инвесторов из-за относительно низких затрат на производство, теперь теряет этот статус. Высокие цены на газ и электроэнергию сделали работу предприятий в стране невыгодной, вынуждая тем самым корпорации искать новые локации с более приемлемыми условиями. Еще одним тревожным сигналом стало закрытие завода Lear Corporation в Тыхах. Этот завод специализируется на производстве автокресел и электрических систем. Он был важным звеном в цепочке поставок для автомобильной промышленности, однако компания приняла решение свернуть производство, что привело к потере тысячи рабочих мест. Большинство этих международных корпораций начали переносить производство в регионы с более низкими издержками. Например, Северная Африка, Азия, Восточная Европа теперь стали новыми центрами промышленного роста, в то время как Польша стремительно теряет свою конкурентоспособность.
Крупные компании прямо называют рост цен на сжиженный природный газ и тепловую энергию в Польше одной из ключевых причин их ухода. И это на самом деле не удивительно. За последние 2 года энергетические расходы в стране выросли в разы, а государство просто-напросто не смогло предложить бизнесу эффективного решения для компенсации этих затрат. И этот тренд стал тревожным звоночком для всей экономики страны, для всей экономики Польши. Польская промышленность, особенно энергоемкие отрасли, оказались на грани выживания. Автомобильная, сталелитейная отрасли, машиностроение – все они критически зависят от стабильных и доступных источников энергии. Но в условиях резкого скачка цен вести производство становится просто-напросто нерентабельно. На эту проблему обратили внимание ведущие экономисты и эксперты, также журналистка финансового портала Money.pl Агнешка Зелинска провела интервью с Генриком Кишем, главой Польской ассоциации промышленности и потребителей энергии. Киш не скрывал тревоги. По его словам, ситуация требует немедленного вмешательства, иначе Польша грозит просто массовый отток промышленности за границу. Цитата. «Если не принять срочные меры, мы рискуем потерять тысячи рабочих мест. Многие предприятия уже рассматривают возможность переезда, а это несет непоправимый ущерб польской экономике», подчеркнул Киш. На критическое положение польской промышленности указал также Форум потребителей электричества и газа, который представляет крупнейшую промышленность потребителей энергии в стране. В официальном письме к премьер-министру Дональду Туску представители форума заявили, что нынешние цены на энергию несут угрозу не только бизнесу, но и всей экономической системе Польши. Цитата. «Эта ситуация не просто ухудшает конкурентоспособность польских предприятий, она способна дестабилизировать всю промышленность и привести к экономическому кризису», говорится в обращении. Польское правительство оказалось в крайне сложной ситуации сейчас. Энергетический кризис уже негативно влияет на экономику страны, а решения, которые позволили бы стабилизировать ситуацию, пока не найдены. Правительству необходимо не только разработать меры по снижению текущих рисков, но и создать долгосрочную стратегию для укрепления промышленности и защиты рабочих мест. Однако, каким именно пойдет путем Польша, остается вопросом без ответа. Варианты на столе есть, например, расширение возобновляемых источников энергии, увеличение доли ядерной энергии, усиление кооперации с ЕС в энергетической сфере. Но каждая из них сопровождается своими сложностями. Одна лишь модернизация инфраструктуры потребует просто огромных инвестиций, а изменение структуры энергетического баланса может привести к непредсказуемым последствиям для всей промышленности. И здесь очевидно одно – медлить нельзя. Если не принять срочных мер, страну ждет экономическая рецессия, массовый отток международных компаний, Польша уже, как я сказал, теряет инвесторов, а энергетические проблемы становятся все острее. И возникает вопрос, а будет ли Дональд Туск действовать? Как мы знаем, Дональд Туск не раз доказывал свою приверженность именно брюссельской политике, но сможет ли он найти баланс между требованиями Европейского Союза и интересами собственной страны? Лично я сомневаюсь, что он серьезно воспримет этот кризис, потому что именно он помог сформировать многие из тех самых директив, которые сегодня душат польскую экономику. Польский энергетический сектор оказался под беспрецедентным давлением. Главная проблема – это жесткие экологические цели Европейского Союза, которые требуют радикального сокращения чего? Правильно, СО2 и перестройки всей энергетической инфраструктуры. Экономисты отмечают, цитата, «Мы видим, что требования Европейского Союза становятся с каждым днем все жестче. Польша, как одна из стран, наиболее зависимая от угля, окажется среди главных жертв этой политики. И цифры только эти опасения, друзья, подтверждают. Приведу пример. Летом в прошлом году производство 1 мегаватт-часа электроэнергии в Польше сопровождалось выбросом 810 кг СО2. В то же время в Брюссель планирует полностью отменить бесплатные квоты на выбросы в период с 2026 по 2033 год. Это означает, что Польша будет вынуждена либо резко перестроить энергетику, либо закрывать крупные заводы. Другого выхода нет. В худшем случае это приведет к серьезному экономическому спаду, росту безработицы, как это когда-то было, и деиндустриализации страны.
Вы меня спросите, а как же Польша планирует отказаться от угля? Один из крупнейших энергетических концернов страны – это польская государственная энергетическая компания ПГЕ. Недавно объявила о планах полного отказа от угля к 2030 году. Глава компании Войцех Домбровский сделал громкое заявление, цитата: «Мы перейдем на электрические котлы, работающие от энергии ветра и солнца. Это будущее Польши». Но здесь возникает очевидный вопрос. Насколько реалистичны эти амбициозные планы? Во-первых, ни одна крупная экономика еще не проходила подобного энергетического перехода без значительных проблем. Во-вторых, Домбровский не упомянул о главной, я бы так сказал, уязвимости зеленой энергетики. Что делать, когда солнце не светит, ветер не дует? Для стабильной работы нужна надежная резервная система. В противном случае отказ от угля может привести к кризису в энергетике, отмечают эксперты. Давайте разберемся, почему Польша не может отказаться от угля. Хочу вам сказать, что уголь остается основным источником энергии для страны. Например, в 2022 году 46% польских домохозяйств использовали его для отопления, а 70% всей электроэнергии в стране вырабатывалась именно на угольных ТЭС. Как вы понимаете, простой отказ от угля без адекватной какой-то замены приведет к энергетическому кризису. Даже в таких развитых странах, я вам напомню, как Германия, где государство десятилетиями инвестирует в зеленую энергетику, доля возобновляемых источников даже не превышает 30%. И возникает вопрос, откуда же тогда должна поступать оставшаяся электроэнергия в Польше? Этот ключевой вопрос остается без четкого ответа на сегодняшний день, а неопределенность в энергетической политике страны только растет. В правительстве до сих пор не представили стратегию, которая бы позволила полностью заменить уголь. Ситуация осложняется еще и тем, что польская угольная промышленность стремительно деградирует. Отсутствие инвестиций привело к тому, что добыча угля падает, а инфраструктура хранения логистики сокращается. Еще несколько лет назад, я напомню, в Польше существовало около 5000 складов, где хранилось 1,5 миллиона тонн угля, специально подготовленного для зимних месяцев. Эти запасы служили, скажем так, стратегическим резервом, позволяя избежать топливного кризиса в холодное время года. Но сегодня цифры катастрофически сократились, количество складов упало до менее чем 3000 с 5000, а запасы угля составляют лишь около 500 тысяч тонн. Это сигнал того, что система становится нестабильной, и последствия могут быть крайне негативными. Получается, что сегодня Польша столкнулась с ситуацией, альтернатив нет, но уголь запрещают. Энергетические аналитики заявляют, цитата: «Зеленая энергетика требует значительных инвестиций, технологических решений и резервных мощностей. Польша пока не готова к столь резкому отказу от угля. Отрасли, связанные с тяжелой промышленностью, металлургией и химическим производством, находятся на грани технологического кризиса. В ближайшие годы им придется модернизировать свои мощности, чтобы соответствовать экологическим стандартам Европейского Союза. Однако детального плана финансирования таких изменений до сих пор нет. Некоторые предприятия могут полностью закрыться, поскольку не смогут позволить себе модернизацию, другие попытаются внедрить углеродно-нейтральные технологии, но удастся ли им это, у меня возникает большой вопрос. Энергетический переход требует, во-первых, миллиардных инвестиций. Где взять эти деньги, неизвестно, отмечают специалисты. Дополнительную тревогу также вызывает и то, что существующие финансовые фонды на переход к низкоуглеродной экономике явно недостаточны. Средства из национального плана восстановления не могут просто-напросто покрыть даже какие-то базовые потребности предприятий. Правительство на самом деле не предоставляет достаточно поддержки для бизнеса, компании вынуждены самостоятельно искать выход из этой ситуации. В ближайшие годы польские предприятия столкнутся с серьезными вызовами, им придется искать способы производства экологически чистой энергии, оставаясь конкурентоспособными. Однако, насколько это вообще возможно без адекватной поддержки государства, вопрос открытый. Также текущая ситуация усугубляется еще и тем, что Польша не покупает газ у России, что оставило страну без основного поставщика голубого топлива.
Если раньше, например, российский газ обеспечивал значительную часть энергетических потребностей Польши, то теперь альтернативные источники остаются под вопросом. Это, в свою очередь, создает неопределенность в отношении будущих источников энергии, и пока нет четкого ответа, откуда, друзья, должна поступать новая, чистая, доступная энергия в следующие 5 лет. Как вы понимаете, рост цен на энергоносители неизбежно ведет к снижению объемов производства и потере рабочих мест. Если эта тенденция сохранится, то уровень безработицы в Польше может значительно возрасти, что приведет в свою очередь к экономическим и социальным потрясениям в стране. Многие эксперты уже предупреждают, что такая ситуация может негативно сказаться на социальной стабильности страны, ведь население не готово к столь резким изменениям. Для примера, польские домохозяйства, которые используют газовое подключение, в прошлом году начали получать тревожные уведомления о новых тарифах на газ. Цены на газ выросли на 45%, что стало огромным ударом для семейного бюджета. Это значительная финансовая нагрузка, как вы понимаете, особенно для малообеспеченных семей, которые уже сталкиваются с ростом цен на продукты и на услуги. Кроме того, помимо самого газа дорожают и сборы на его распределение, а также увеличиваются затраты на амортизацию газовой инфраструктуры. Все это делает коммунальные платежи для польских граждан еще более непосильными. Еще один удар по населению – это решение польского правительства прекратить газовые субсидии в 2024 году, что только ухудшило ситуацию. Ранее, как вы знаете, субсидии помогали, скажем так, смягчить последствия стремительного роста цен на газ, но теперь их больше нет, а нагрузка на семью только увеличивается. Я вам хочу напомнить, что эти государственные компенсации, субсидии были введены еще во время пандемии COVID-19. Когда цены на газ резко тогда пошли вверх, тогда поддержка от государства позволила многим семьям избежать финансового краха, но теперь, когда помощь отменили, многие оказались в отчаянном положении. На сегодняшний день Польша находится в сложной ситуации, она не может просто-напросто получить дешевый газ, но не может и полагаться на уголь, который традиционно обеспечивал страну энергией. На фоне недовольства граждан правительство сейчас начало обсуждать возможность введения энергетических ваучеров для поддержки малоимущих семей. Однако эксперты предупреждают, что этой меры будет недостаточно, поскольку основное бремя растущих цен ляжет на остальную часть населения. Фактически, расходы просто переложат на средний класс, что в долгосрочной перспективе не решает проблему. Такие меры вновь подчеркивают недостатки в энергетической политике Европейского Союза, которая определяется скорее политическими, чем экономическими реалиями. То есть теперь польские семьи вынуждены выбирать: или платить непосильные счета за энергию, или сокращать потребление газа. В то время как правительство и Европейский Союз продвигают свою политику зеленого перехода, многие задаются вопросом, кто будет платить за вот этот переход и действительно ли он отвечает реальным потребностям населения. Друзья, пишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Большое вам спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам понравился разбор ситуации, поддержите канал лайком и подпиской. До встречи и хороших вам новостей.